7 ноября 1991 года самолет Як-40 авиаконцерна Аэрофлот Югавия выполнял пассажирский рейс 519 из Элисты в Махачкалу. Всего на рейс было оформлено 34 пассажира, а затем посажены еще 13 нелегальных. Таким образом, на борту самолета находились 47 пассажиров и 4 члена экипажа. В 12 часов 43 минуты Як-40 вылетел из Элистинского аэропорта. Полет должен был проходить через ОПРС Актур, Алмар, Ранка и Кизляр, после чего по воздушному коридору номер 3 выйти в район снижения на отдельный привод радиомаяка на посадку. Поначалу командир выбрал высоту полета 5100 метров, но после пролета Актура в 12 часов 58 минут и перехода на связь с диспетчером круга сектора Северокавказского центра автоматизированной системы управления воздушным движением получил разрешение подняться до высоты 5700 метров, который и занял в 13 часов 1 минуту, а затем следовал на нем на траверс Грозного. В 13 часов 1 минуту экипаж связался с диспетчером и запросил разрешение выполнять полет вне трассы и направиться сразу на точку Кизляр, в обход радиопривода Ронки. Такое спрямление маршрута выводило самолет из зоны Северокавказского центра и переводило в зону Астраханского центра управления воздушным движением, что требовало согласования между диспетчерами. Не желая усложнять себе работу, диспетчер Северокавказского центра запретил следовать на точку Кизляр, но разрешил при этом полет вне трассы на траверс Грозного после пролета радиомаяка Алмар. Когда рейс 519 прошел траверс Грозного, диспетчер сообщил экипажу об их местонахождении и дал указание следовать на ОПРС Кизляр, что и было выполнено. В 13 часов 23 минуты авиалайнер вошел в сектор М1, поэтому экипаж перешел на связь с диспетчером Астраханского центра управления воздушным движением, доложил ему о следовании на высоте 5700 метров и о расчетном времени прохождения радиомаяка Кизляр. В ответ диспетчер, нарушив инструкцию по производству полетов аэропорта Махачкала, дал команду следовать вне трассы сразу на привод Махачкалы. Экипаж знал, что в этом случае им предстоит полет над горным массивом, но тем не менее выполнил команду, повернув после пролета Кизляра на привод Махачкалы. В 13 часов 34 минуты авиалайнер снизился до высоты 5100 метров и в 100 километрах от Махачкалинского аэропорта и в 35 километрах правее воздушного коридора номер 3 перешел на связь с диспетчером подхода и соврал ему о входе в зону аэропорта по воздушному коридору номер 3. Диспетчер подхода, хотя и видел на экране дальнего радиолокатора, что самолет на самом деле находится на неустановленном рубеже по направлению, но не стал выводить его на установленный маршрут и схему снижения, и даже не указал пилотам их местонахождение. Вместо этого он в нарушение инструкций дал команду снижаться до высоты 1800 метров на ОПРМ по неустановленной траектории снижения, хотя самолет в этом случае снижался в опасный для полетов по приборам сектор в сторону горной местности, имевшей высоты 890 и 720 метров. Затем в 13 часов 39 минут, когда авиалайнер находился на высоте 1800 метров, в 45 километрах от Махачкалинского аэропорта и в 23 километрах справа от трассы, диспетчер подхода без согласования условий передачи дал указание переходить на связь с диспетчером посадки. Экипаж подтвердил указание, не став при этом уточнять свое местонахождение и выходить на установленную трассу. В 41 километре от аэропорта экипаж связался с диспетчером посадки, который назвал экипажу неверное местонахождение, обратный пеленг 122 градуса, удаление 36 километров, тогда как на самом деле самолет находился по пеленгу 118 градусов на удалении 41 километра. Также диспетчер дал разрешение снижаться до высоты 1050 метров по давлению аэродрома и направляться на привод, хотя в зоне за ограничительным пеленгом, где находился самолет, инструкциями была установлена минимальная высота
1800 метров. Но экипаж слепо начал выполнять указания и вскоре попал в зону затемнения горными вершинами, в результате чего засветка рейса на экране радиолокатора периодически пропадала. Не видя засветки на экране, диспетчер в 13 часов 40 минут назвал предполагаемое местонахождение самолета Пелинг 308 градусов, хотя фактически был 296. Два неверных сообщения подряд о местонахождении самолета дезориентировали экипаж и создали у него ошибочное мнение о направлении самолета, что он приближается к установленному маршруту полета. В результате экипаж продолжал сохранять прежний курс, слепо доверившись данным, переданных диспетчером, и не воспользовавшись всеми имевшимися на борту пилотажно-навигационными приборами, которые могли бы подсказать, что самолет летит не на ОПРМ, а в горный район с более высокими вершинами. В 13 часов 41 минуту с борта самолета было доложено о занятии высоты 1050 метров, на что диспетчер дал указание продолжать полет на отдельный привод радиомаяка. Экипаж находился в стороне от посадочного курса и не мог полететь на маркер, так как не срабатывала звуковая и световая сигнализация. Однако в 13 часов 42 минуты экипаж доложил о пролете маркера, на что диспетчер, не проверив по радиолокатору фактическое местонахождение самолета, дал в 13 часов 42 минуты указание снижаться до высоты 400 метров к четвертому развороту по схеме захода на посадку с магнитным курсом 143 градуса. Стоит отметить, самолет не был оборудован системой сигнализации опасного сближения с Землей. Небо в это время было затянуто сплошными облаками, высоту которой экипаж не знал и не считал, что она такая же, как и над аэропортом, 980 метров. Поэтому намеревался перейти на визуальный полет и далее уже построить маневр для захода на посадку. Не снижая вертикальной скорости снижения, экипаж начал доворачивать влево, чтобы выйти на посадочный курс, когда всего через 5 секунд в 13 часов 42 минуты летящий в облаках на высоте 550 метров по курсу 127 градусов самолет с левым креном 20 градусов врезался в вершину горы в 23 километрах западнее Махачкалинского аэропорта. Полностью разрушился и загорелся. Все 4 члена экипажа и 47 пассажиров на борту погибли. На момент событий это была крупнейшая авиакатастрофа с самолетом Як-40. Согласно заключению комиссии Межгосударственного авиационного комитета, катастрофа самолета Як-40 рейса 519 явилась следствием грубых нарушений персоналом службы управления воздушного движения и экипажем правил полетов и управления воздушного движения в горной местности, что привело к выполнению снижения самолета ниже безопасной высоты в неустановленной схемы, столкновения с горой и полному разрушению самолета. Смотрите также. 22 октября 1975 года авиалайнер Як-40 авиакомпании «Аэрофлот» выполнял рейс 98 по маршруту Сыктывкар-Вологда-Новгород-Рига. Но при заходе на посадку в Новгороде самолет врезался в жилой дом номер 3 на проспекте Карла Маркса.